Привет, друзья! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы с вами приготовим вот такой необычный вкуснейший пирог с творожной начинкой, вишневым вареньем и миндальным печеньем. И я уверена, что такой вы еще не пробовали. И в итоге получится вот такой красивый пирог. Так что присоединяйтесь, пойдемте готовить вместе. И для этого пирога нам понадобится 2 яйца, 200 грамм сахара, 100 грамм растопленного сливочного масла, 15 грамм разрыхлителя и мука. И для начинки нам понадобится вот такое миндальное печенье амаретти. И еще мы будем использовать ликер мороскино, вот такой прозрачный ликер, который изготовлен на основе мороскиновой вишни. И еще нам понадобится 500 грамм рикотты и баночка вишневого варенья. У меня баночка на 375 грамм. И 2 столовые ложки сахара. Ну и приступим. Сначала смешиваю яйца с сахаром. Затем добавляю охлажденное растопленное сливочное масло. Затем добавляю разрыхлитель. Затем постепенно добавляю муку. В конце теста замешиваю руками. Муку добавляю на глаз, пока не получится вот такое мягенькое тесто. Теперь беру форму для выпекания, на дно стелю пергаментную бумагу и края смазываю сливочным маслом. И присыпаю мукой. Кстати, моя форма диаметром 30 сантиметров. А теперь тесто делю на 2 части, одну побольше и одну немного поменьше. Меньшую часть накрываю пленкой и убираю в холодильник, а большую часть выкладываю в форму и постепенно равномерно распределяю по всей форме. Если тесто немного липнет к рукам, присыпьте руки мукой. Края стараемся сформировать как можно повыше. Пирог будет богат начинкой, и начинка не должна выходить за края пирога. Вот таким вот образом. Ну а теперь перейдем к начинке. Берем рикотту и хорошенько перемешиваем с 2 ложками сахара. Сахар добавляйте на ваш вкус. Ну а теперь пирог заполним этой творожной начинкой. И стараемся равномерно распределить по всей поверхности. Творожную начинку распределили, а теперь беру вишневое варенье и вторым слоем распределяю сверху. А теперь в одну пиалку наливаю ликер, а в другую насыпаю печенье. А теперь печенье обмакиваю в ликере и выкладываю по кругу нашего пирога.
Таким образом, нам нужно заполнить весь пирог. Не спешите, подержите немного печенья в ликере, так печенье лучше пропитается и получится более насыщенный вкус. Выкладываем одно возле другого, вот таким вот образом. Выложили всю начинку, а теперь достаем часть теста, которую мы убирали в холодильник, и раскатываем на пергаментной бумаге. Пергаментную бумагу присыпьте немного мукой. Старайтесь раскатать ровненько под диаметр нашей формы или подберите тарелку такого диаметра и вырежьте ровный круг. Я обычно раскатываю на глаз и затем руками немного выравниваю края. После того, как раскатали, советую убрать в холодильник на 10-15 минут, иначе у вас не получится выложить его ровно сверху. Тесто очень мягкое. В холодильнике тесто немного затвердеет и будет намного проще это сделать. А теперь беру вилочку и слегка приминаю края. Таким образом мы как бы запечатаем края пирога. Затем слегка придавливаю у края и создаю легкий рельефный узор. Готово, теперь можно и отправлять в духовку. Духовку предварительно разогреваю на 180 градусов. Этот пирог я выпекала 45 минут, но все зависит от особенностей вашей духовки. Проверяйте на готовность деревянной палочкой. За счет того, что мы выкладывали печенье снизу, у пирога получается вот такая интересная рельефная поверхность. Даю ему остыть и посыпаю сахарной пудрой. Сегодня посыплю только с краю. И вот такой красивый пирог у нас получился, с ароматным песочным тестом и нежной творожной начинкой. Ну а сочетание нежного творога, кисло-сладкого вишневого варенья, миндального печенья и ликера – это просто вкуснятина. Идеальный пирог для домашнего чаепития. Давайте покажу и в разрезе. Вы только посмотрите, сколько начинки и какой он аппетитный. Так и хочется уже кусочек. В описании под видео я оставлю вам ссылочку на пирог в похожем исполнении, но с другой начинкой. Кому интересно, посмотрите. А вы обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. И мы вместе с вами будем приятно проводить время и готовить разные вкусняшки. И не забывайте комментировать и ставить лайки, и мы обязательно встретимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!